Всех приветствую на нашем канале. Сегодня одна из последних летних распаковочек. Так, распаковка, в принципе, будет небольшая. Сейчас все покажу. Раздельный купальник. Тоже я его уже померила, чтобы вам рассказать о нем. Так, вот такие плавочки. Подклад белый. Вот такая пряжечка здесь. Так, по размеру XL мне подошел. Но немножко хотелось бы, наверное, посвободнее. Потому что вот в районе живота вот эта пряжка, она, получается, здесь в мяско впивается. И вот здесь, получается, жирок немножко выпячивается. Вот, наверное, хотелось. Но если брать посвободнее, возможно, в шаговом вот здесь вот шве могут быть большие. Эта модель мне в шаговом шве нормальная абсолютно, но есть вот такой вот нюанс с животом в районе пряжки. А так, в принципе, все подходит. Так, по ткани хотела сказать. Ткань здесь необычная. Сейчас последние годы же в основном идет для купальников ткань матовая. У этого же купальника ткань с блеском. Вот я не знаю, как на камере это передать. Попробую сейчас на солнечном свете. Вот, помните, в 80-е годы поступали купальники, в основном германские, европейского качества какого-то. Вот они были купальники с блеском. Я, кстати, искала себе купальник именно в такой ткани. Но этот я, конечно, на картинке не разглядела, но по факту он пришел как раз вот с тем блеском, как я искала. Еще из такой ткани делали лосины ярких цветов. Вы, наверное, помните, кто по возрасту в 80-е рос. Пряжка металлическая, не пластиковая. Так, верх. Верх идет без косточек. Подклад белый, что очень плохо, потому что он здесь как-то нормально не пришит. И когда его одеваешь, он вот так вот выглядывает. То есть его тут, кому если купальник понравится, можно как-то это заделать, пристрочить. Я так думаю, и он не будет вылазить. То есть сделать можно, не сильно большая проблема. Такая же пряжка. Так, здесь чашечка вставлена вот такого плана, с тонкого поролона. Ну, сказать, что он сильно грудь держит, нет. Придерживает, я бы сказала. Но большая проблема это вот именно вылазящая постоянно подкладка. Так, сзади на завязочке. На C, на размер C у меня где-то 90, наверное. C90. Подошло все хорошо. По груди все нормально. Но смотрите, хотела показать. У меня купальник тоже. Купальник старый, или 12 или 13 года, тоже цвет фуксия. Ткань, конечно, матовая, без блеска, ну, немножечко даже подвыгорел. Тоже, кстати, с завязками. Но здесь вот это, во-первых, подклад идет такого же цвета, как и верх. И даже если что-то заворачивается, совершенно не видно. И чашка здесь, она вклеена или вшита. Как-то полностью вшита. Ничего не ерзает. Мне нравится. Этот купальник я когда-то покупала в Таиланде. Не помню, в 12-13 году, когда мы там были первый раз. Причем за 3 копейки. Вот такой вариант, чтобы вы понимали, какие еще бывают варианты без косточек. Так, стоимость купальника 3229 тенге. Конечно же, это очень дешево. Такой купальник есть в белом и есть в розовом цвете. Максимальный размер это XL. Купальник неплохой, советовать могу. В принципе, все понравилось, и формы трусиков. Но тоже здесь немножко не кто хочет вот такую попу. То есть это тогда не тот вариант.
А вот здесь вот видно блеск. Смотрите, вот этой ткани, то, о чем я говорила. Блеск видно. Так, а вот это белый вариант. Может быть, кому-то понравится. В принципе, размерная сетка совпадает. В этом плане все нормально. Так, следующая моделька. Это от купальника чисто плавочки я заказывала. Моделька похожая на розовый, но немножко не такая. Смотрите. Ой, не так. А вот так. И вот этот пояс, он двигается. Можно немножечко приподнять, сместить его. Пряжка находится не посередине, она немножко от центра смещена. Так, плавочки тоже XL-ка у меня хорошо сели. Сейчас специально замерила. Обхват бедер у меня 106, обхват талии у меня 100. Чтобы, да, понимать. Вот у меня по размеру, в принципе, вхожу в XL-ку. Вот XL-ку я взяла. Эти трусики на мне смотрятся лучше, чем розовые, потому что вот эта пряжка, она идет чуть повыше, ее можно регулировать, повыше даже пупок закрыть, но у меня она немножко, конечно, съезжает на свое место вот сюда. Сейчас вот фото буду вам показывать в карточке товара, вы посмотрите, где находится там у девушки вот эта пряжечка. Вот, но мне понравились. Почему взяла одни плавки? Потому что вот так вот у меня несколько купальников есть такого плана, где еще верх носить можно, а трусы уже такие низкие, там на завязочках, то есть уже такие модели я не ношу, а верх, в принципе, вполне нормальный. У меня сиреневый есть, вот такой вот розовый, вот поэтому я заказала универсальные плавки черного цвета. Так, ткань здесь матовая, не блестящая, как на розовом купальнике. Так, ну стелечка понятно. Так, впереди есть подклад черный. Впереди черный подклад. Почему не на розовом сделали белый подклад, непонятно. Еще в глаза бросается. Так, сзади подклада нету. Сзади просто получается ткань. Так, стоимость плавочек 2760 тенге. Максимальный размер плавочек XL. -ка. Так, есть еще вот в таком коричневом цвете они. Так, и вот смотрите, как этот поясок регулируется. Ну, я не знаю, то ли у девушки пупок очень низко. У меня, допустим, выше пупка так не поднимается. То ли, скорее всего, конечно же, плавки, возможно, это не эти. Поэтому, как всегда, есть нюансы, которые отличаются оригинал от фото. Так, пряжечка все совпадает. То, что она не на центре, совпадает. Вот такая висюлька какая-то есть. Да, есть. Но у меня получилось поднять ее, закрыть вот так вот пупок. Ну, не так, чтобы аж задрать и до талии. Мне кажется, они все-таки по факту чуть ниже, чем здесь на фото. Да, попа так вот. Не вот так закрывается полностью, вот так немножечко оголена. Ну, комфортно. Как бы мне с моими объемами комфортно. Не было ощущения, что что-то у меня там все открыто. Ну, вот такой вот еще вариант плавочек. Следующая распаковочка. Это платье. Платье в бирюзовом цвете. Так, сейчас я его, наверное, на полу разложу, чтобы вам было более понятно, что это за платье. Так, ткань. Размер XL, написано 100% полиэстер. Но вы знаете, я бы сказала, что это не 100% полиэстер, а такое ощущение, что это смесь хлопок с полиэстером. Ткань приятная, если кто не разбирается, даже не поймет, что здесь подмешан полиэстер. Такая комфортная, в принципе, мягкая, но хлопок чувствуется. Такой, как ситцевый хлопок чувствуется. Так, цвет немножко отличается
на видео. Он более зеленый, не знаю, как его передать, этот цвет. Здесь, мне кажется, он на синий похож, нет, он именно бирюзовый. Платье с открытыми плечами. Рукав фонарик. Так, есть карманы. Так, и разрезы. Так, разрезы с двух сторон. Вот такое простенькое платьишко. В принципе, должно быть очень эффектное, но опять-таки это уже стопроцентно я увидела. Фотографии не соответствуют реальности, что, конечно, очень огорчает. Здесь не хватает объема. Ткань на фото другая. Там как шелк шифон. Здесь такой хлопковый полиэстер. Не так он не спадает, не так образуют вот эти складки. А рукав фонарик, можно сказать, намного меньше, чем на фото. То есть опять по всем параметрам сэкономили. Поверху идет вот такая двойная рюшка. А здесь посередине вставлена резинка. Рюшка дает неплохой, кстати, эффект. Мне понравилось. Таких рюшек, если честно, я что-то первый раз встречаю. Обычно как-то пришивают и пришивают. А вот здесь она и двойная, посередине резинка. И смотрится очень даже неплохо. Так, получается моделька реглан. По низу рукава фонарика тоже идет резинка. Так, нитки. Где-то что-то торчит. В принципе, не критично. Сказать, что что-то криво-косо нет. В принципе, все нормально. Ну, здесь достаточно аккуратно сделано. Все нормально. Так, ткань не просвечивается. Не просвечивается. Так, вот женское повседневное платье, опять 589 в размере XL. Ну, может быть, даже лучше было бы, если я 2 XL взяла. Но точно возьмешь 2 XL, не подходит. Возьмешь XL, тоже не подходит. Получается максимальный размер здесь 2 XL. Так, платье представлено в разных цветах. Так, и вот посмотрите, какое оно должно быть. Резинка должна быть намного больше. Но вообще, по идее, они вот эту свободу облегания, типа как вот здесь вот не спадает резинка, еще что-то, должны были все это заложить в размер. По факту, эта свобода облегания не заложена в размер. Так что, кто хочет вот с таким вот побольше эффектом, надо брать на 1-2 размера больше. Но здесь четко видно, что это все прорисовано. Не просто фото. Ну, ткань, которую они здесь, это уже действительно фотография, и ткань соответствует, качество ткани имею в виду. Ну и вот здесь в разных цветах. Так, и длина. У девушки здесь достаточно длинное платье. На самом деле оно не длинное. Видите, фото все абсолютно одинаковые, и вот здесь вот четко видно границы, что это прорисовки. Не знаю, то ли они цвет платья меняли. Да, цвета все яркие, красивые, но опять не рассчитывайте на ту модель и качество, которое вы видите у них в тему. Так, и последняя вишенка на торте в сегодняшней распаковке. Это вот такие босоножечки. Вот такие яркие, летние. Атласные, это текстиль, это не кожа, не кожзам. Ну, стелечки такие я уже показывала. Моделька чем-то напоминает серебристые, которые я уже распаковку делала, босоножки. То есть по форме каблука, по модельке, но это выполнено из ткани. Ну, тоже для вечернего, летнего выхода куда-то сходить, посидеть, прогуляться очень неплохо выглядят.
такой вот яркий вариант. Так, ну у меня такое ощущение, что они узковатые. У меня уже ощущение, что они узковатые. Так, какой размер я взяла? Размер я взяла 40-ку. А 40-ка, почему я взяла 40-ку? Скорее всего, по их таблице мне подходила 40-ка. Так, что-то бантик помялся. Ну, это да, какая-то, это тоже такая же вот ткань. Что-то наподобие атласа. Но это не атлас, знаете, как будто какой-то плотный трикотаж. Сильного запаха нету. Когда прям к носу подносишь, чуть-чуть запашок есть. Но это клей, наверное. Материалы. Ну, не такой запах, вау, что в нос дает. К этому платью, в принципе, они бы тоже подошли. Хоть немножко зелень отличается от цвета. Но все равно, я думаю, неплохо бы смотрелось. По поводу платья я не знаю. На повседневку, мне кажется, ну, оно как-то не подойдет, что ли. Мне как-то больше кажется, что оно для пляжного отдыха. Такое платьишко. Хотя кто-то, может быть, и по городу без плечей спокойно может гулять. Так, ну вот эти босоножечки, сандалики красочные, 12 740. Ну, не дешевые, я бы сказала. Так, смотрите, размер евро. Так, вот я взяла 40-й. Так, 40-й. Так, размер этикетки. Вот 40-й. Длина стопы 25,6. А длина стельки 26,3. Ну, то есть, да, это мой размер, поэтому я взяла 40-й, а не 41-й. Так, обхват стопы 23,4. Да, смотрите, здесь, оказывается, есть объем ноги. А у меня 25,5. Да, я не вошла. А я вот, кстати, не видела. Что-то не все указывают обхват стопы, и я не обратила совсем на это внимание. Так что, девочки, замеряйте, у кого больше брать не стоит. Вот такая моделька. Ну, тут явно видно, что это именно те босоножки, которые прислали. По обуви, да, у меня в этом плане у них претензий нету. То есть они фотографируют свою обувь, в отличие от одежды. Смотрится очень даже симпатично. Следующий товар – это костюм. Костюм на фото выглядел очень даже неплохо. Померю, посмотрю. Но, уже большое но по ткани. А ткань как у купальника. Не знаю, захочется ли летом такое носить. Я знаю, что некоторые вообще нормально к такой ткани относятся. У меня, кстати, мама даже любит. Не знаю, холодок. Это ее, по-моему, называют такого платной ткань. Но вот я почему-то не люблю. И в наше плюс 40 в ней бегать, это, конечно, будет жарко. Юбка длинная, ниже колена, вот с таким узором. Внизу идет что-то типа такого купона. Не пойму, что это. Золото, не золото. Пятнышки, не пятнышки. Вот. По пошиву претензий нет. На юбке широкая резинка. Плюс еще получается по всей окружности шнуровка. Так, состав 97 полиэстер, 3 спандекс. Размер XL. Ну, я не знаю, от купальников разве ткань полиэстер называется? Мне кажется, какие-то полиамиды или нейлоны. Полиэстер я что-то как-то совсем по-другому себе представляю. Так, кофточка. Я вообще, если честно, подумала, что это платье. Платье, и причем на резинке. Так, здесь такая традиционная для темы
Это не наклейка, кстати, такой рисунок. Вот с таким принтом. Так, внизу тоже без резинки. Сшито хорошо. Мне показалось, что это отрезной по талии платье. И вот здесь вот резинка по фото. Вот, но это оказался костюм. Так, что-то здесь была какая-то этикетка, ее срезали, видимо, не знаю, с какой целью. Шито, в принципе, неплохо, померяем, посмотрим. Так, еще раз покажу рисунок. Рисунок напечатанный, не наклейка. Так, стоимость такого костюма 8962 тенге. Размерная сетка идет до 2XL. Ну, конечно, на модели выглядит все это очень красиво. Должно не спадать еще, получается, на одно плечо. Вот так выглядит юбка. Юбка длинная. Ну, вот так вот я посмотрела и, если честно, подумала, что это платье. То есть, получается, надо или заправлять, или резинку вставлять для такого эффекта. И на фото мне показалось, что это вообще золотая какая-то будет наклейка, а оказалось нет. Так, а что они пишут по составу? Да, то, что на этикетке написано: полиэстер и спандекс. Ну и отзывы, как всегда, все пятерки. Хотела посмотреть. Так, вот один только с одной звездой отзыв с Германии. Неудачный крой, не подходит и не выглядит так, как на фотографии. Ну вот и посмотрим. Да, смотрите, моделька узкая, на узкую ножку. По длине стельки, скорее всего, она подходит, потому что у меня, смотрите, впереди сколько места. И пятка свисает. Именно только это. Размер стельки подходит, но не подходит именно ширина. А я бы не прочь от таких вот топотулек красиво, ярко летом выглядеть. У кого узкая нога? Сейчас я скажу замеры своей ноги. Так, по косточке 25. По подъему 25,5. Вот и ориентируйтесь. Конечно, ткань не соответствует, экономия на ткани. То есть вот здесь вот на фото все гораздо шире, прям объемнее. Конечно, ничего красивыми волнами не спадает, к сожалению. Вот, ну не знаю, стоит ли его обменивать на 2XL или вообще просто его вернуть. Конечно, если бы это платьишко было в шелке, вот так вот покажу, чуть не то показываю. Если бы это платьишко было в шелке, конечно, было бы гораздо красивее. В шелке я имею в виду даже не в натуральном, а в хорошем каком-нибудь полиэстре. Не хватает объема, не хватает как-то красивой ширины. Оно, конечно, не в обтяжку, но в такой модели уже должна быть заложена свобода на облегание. И длины не хватает. Конечно, если длина была бы до пяток, было бы вообще идеально. Также его можно как пляжный вариант. Или на отдыхе вечером прогуляться. Тоже неплохо. Но опять-таки, могу вам сказать, что в жизни, как-то вот сейчас я в зеркало смотрю,
оно выглядит получше почему-то, чем на видео. Или я себя на видео недооцениваю совсем. Вот. Мне оно без видео больше нравится. Ну, понятно, что куцый. Понятно, что китайцы ваяли, как всегда, не доваяли. Но в любом случае для отдыха очень неплохо. Рукав не такой пышный, как на фото. На рукавах тоже сэкономили. Кстати, по поводу вот этих сандалий. Резюмирую вам. Ношу, ну, где-то в районе месяца их. Очень удобные, ничего нигде не трут. Но, посмотрите, золото стерлось. Да, на пятке вообще золота нету, это беж идет. Золото осталось вот здесь только немножко на носике. А там бежевая стелька. Скоро у меня золото только на пряжке останется. А так очень удобные, цены в базарный день бы не было. Ну, куплено за рубль 20 и поносится на рубль 20. Костюмчик хорош. Все прям хорошо. Так, футболку я немножко сюда подогнула. То есть сделала как будто как платье. Чтобы выглядело как на фото, я думаю, надо брать на размер, наверное, больше, а может быть и 2. И я бы его оставила, если бы не качество ткани. Такую ткань я, конечно, не люблю. Но кого ткань не смущает, то выглядит очень даже ничего. Так, напоминаю, рост у меня 1,60 м. Так, и каблук здесь где-то в районе 8 сантиметров. Так, на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте ставить лайки. Пишите обязательно комментарии, что вы думаете, нравится или не нравится. Таким образом, вы меня мотивируете для создания нового контента для вас. Всем удачи, мира и добра. Пока-пока.